Всем привет! Вы на канале iModelist и с вами я, Виталий Новиков. Сегодня будем изучать набор от фирмы Сюата. В данном наборе находятся две модели. Первая – это российский танк Т-90А и вторая модель – российский бронеавтомобиль Тигр. Масштаб модели не традиционный для модели техники, масштаб 48, но для диорам с какой-нибудь авиационной техникой пойдет в самый раз. Внутри коробки литники с деталями, резиновые покрышки колес для Тигра, декаль, металлический трос для 90-го и инструкция для сборки. Начну с танка, пожалуй. Модель выпущена в 2021 году. То есть можно сказать, что модель новая. Это собственная разработка фирмы Сюата. Хотя литники очень похожи на литники от фирмы Таком. Но с уверенностью сказать не могу. Впоследствии модель перепаковала фирма U-Star. Верх корпуса перед вами. Деталей в наборе танка немного. Всего 4 литника, не считая корпуса и башни танка. Литье отменное и детализация для такого масштаба совсем не дурная. Ванна корпуса перед вами. Интерьер модель не содержит, что, впрочем, и не удивительно. Башня также неплохо детализирована. Нижняя часть отлита отдельной деталью. Литник с деталями ходовой части, частями корпуса, с бревном. Передняя часть корпуса. Бревно выполнено превосходно. Отлито одной деталью, прекрасно проработана имитация дерева. Литник номер 2. Ствол орудия. Нижняя часть башни, пулемет. Нижняя часть башни танка. Отлично проработан пулемет. Ствол пушки сделан одной деталью и не располовинен, что очень и очень радует. Дуло ствола рассверлено. Маска орудия достойная очень. Два одинаковых литника с траками, катками, звездами, тучами, коушами для троса. Траки пластиковые, полунаборные. Имеются характерные прогибы. На обратной стороне на некоторых звеньях есть следы толкателей. Катки отличные. Отлично проработаны бандажи. Есть насечки. Тучи имеются. Коуши пластиковые, сам трос металлический, я его покажу чуть позже. Бочки располовинены, верхней части днища отлиты отдельно. Теперь посмотрим литники Тигра. Их 6, включая литник с прозрачными деталями. На первом находится корпус машины и рама.
А вот у Тигра интерьер уже имеется. Рама дается в собранном виде и уже такая обвешенная. Корпус нужно собирать из частей. Двигателя в наборе нет. На втором литнике имеются все двери, трос, карданный вал, приборная панель. Приборная панель детализирована отлично. Минус только в том, что сами индикаторы приборов нужно красить самому. В декалях их нет. Передняя часть машины. Решетки, если кто-то захочет ставить рифленые, то места под них придется вырезать. Трос пластиковый. Карданный вал отлит одной деталью. Передняя часть кузова, куда вставляется лобовое стекло. Стеклоочистители уже отлиты вместе с ней. Двери. Внутренняя часть их отлита отдельно. Ну и стекло, естественно, тоже. Литник с пулеметами, дисками колес, креслами, с рулем. Данные кресла салонные, и они полностью готовы к установке на модель. Передние кресла уже нужно собирать из 4 деталей. 2 пулемета. Ну а скорее всего 1 пулемет и 1 гранатомет. Руль очень похож по форме на реальный. Два одинаковых литника с бензобаками, дисками колес. Кресла экипажа еще имеются. Диски неплохие. Какая-никакая детализация имеется. Еще кресла экипажа машины. И бензобак. Литник с прозрачными деталями. Лобовые стекла, боковые и задние, рассеиватели фар. Пять резиновых покрышек колес. Протектор неплохой, вот надписей на бортах нет, к сожалению. Резина мягкая, гнется легко. Металлический трос относится к танку. Декаль на 5 вариантов камуфляжа танка и на 4 варианта окраски Тигра. Есть номерные знаки, приборной панели нет. Инструкция для сборки классная, цветная, бумага приятная, сделана в альбомном расположении. Содержимое набора имеется и шаги. Подробнейшие шаги сборки. Сначала собираем Т-90. Потом Тигр.
В конце снова же цветные схемы сборки моделей и нанесения декалей. У Т-90 первый вариант парадный 2011 год Москва, второй также парадный 2015 год Москва, но уже с георгиевскими лентами. Третий Сирия 2016 год. Четвертый также Сирия, но уже 2017 год. И пятый вариант Азербайджан 2013 год. По Тигру. Первый вариант парадный Москва 2011, второй Россия 2017 год. Третий и четвертый варианты трехцветный камуфляж 2008 и 2018 года. И на этом все. Достаточно интересный набор с очень интересными моделями. Да еще и в очень редком, к сожалению, масштабе для техники. Больше надо, 48-го больше. Приобрести модели вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. Следующими героями обзорных моих роликов будут новинки от фирмы Звезда, и их будет много. Звезда в этом месяце очень постаралась. Будут Тайфун К в 72 масштабе, Штук в 35, Як-9Т в 48 и Т-62 в 35. Будет интересно. До скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.